Готовим сегодня творожные кексы. Это вкусная и полезная выпечка, любима детками. Не раздумывайте, просто берите и делайте. Всем привет! Я Света и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. В миску для взбивания отправляем 2 яйца. Всыпаем 200 грамм сахара. Количество сахарного песка можно уменьшить. Начинаем взбивать продукты миксером. Масса должна увеличиться в объеме и побелеть. После этого добавляем 120 грамм мягкого сливочного масла. Я сегодня использую топленое. И еще пару минут взбиваем смесь миксером. Теперь пришло время творога. Его необходимо 250 грамм. При желании можно предварительно пробить творог блендером, но это не обязательно. Продолжаем перемешивать продукты при помощи миксера. Следом к муке в количестве 200 грамм всыпаем пол чайной ложки пищевой соды и 1 чайную ложку разрыхлителя. Молотый корица и мускатный орех по желанию. Перемешиваем и просеиваем сыпучий в чашу к основным продуктам. Замешиваем кексовое тесто. Можно это делать лопаткой, либо сменить насадки миксера и также воспользоваться техникой. Оно получается довольно густым. Перемешиваем ингредиенты до однородного состояния. А в самом конце добавляем сухофрукты или орехи. У меня это порезанная на кусочки курага, изюм и измельченный чернослив. 3 вида сухофруктов по 50 грамм. Тщательно перемешиваем, и наше тесто для маффинов готово. Имеющиеся формы смазываем маслом и раскладываем по ним наше готовое творожное тесто. Выпекаем кексы в разогретой до 170 градусов духовке около 50 минут до красивого и аппетитного румянца. Даем выпечке полностью остыть, а потом зовем всех на чай. По желанию присыпаем сахарной пудрой. Настоятельно рекомендую. Вкусно! Приятного чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока.